Да, я люблю Израиль и не люблю деньги, готов бесплатно работать и не эгоист. Я люблю эту страну. В какую страну больше эмигрирует необеспеченных людей? В Израиль или в Канаду? Типа взял корзину и свалил. Тут из инженера сделают дворника, из дебила сделают инженера. Хватит быть баранами. Баранчики израильские, конфетки-бараночки. И вот из этой вот грязи я вылез, когда вот из России, вот из тех говен, короче, вот приехал сюда. И, значит, по-царски здесь жил. 3 года просто не работал. Прокайфовал эти деньги, короче. А потом свалил обратно в Россию в свое говно. Вот так вот, короче. Израиль победил, знаете, в чем? В том, чтобы свой народ шкурить и обманывать его. Как лохов, разводя перед экранами телевизора. Около 7 месяцев назад я выпустил 2 интервью с Ромой и Тимуром. Оба видео набрали больше 50 тысяч просмотров и вызвали много споров. Тимур живет на 2 страны – Израиль и Россия. В России у него семья, а в Израиле бизнес. В первом видео он рассказывает, как он репатриировался в Израиль, пожил здесь, а потом уехал обратно в Россию. Но до сих пор Тимур не может определиться, где ему лучше. Рома – репатриант из Украины, который живет в Израиле больше 15 лет. В первом интервью он делится плюсами и минусами жизни в Израиле. Рома служил здесь в армии и не уклонялся от службы во время войны с Газой. Все эти 7 месяцев под обоими видео вы продолжали писать комментарии и спорить. Были разные комментарии от поддержки до жесткого хейта. Я собрал самые острые комментарии и зачитал их Роме и Тимуру. Давайте посмотрим, что они ответили. В Бен-Гурионе так туго пахло мочой, прям вот жестко так. Вот где посадка, где такси, вот эти вот. Ну что, друзья, я нашел это место, где мы 3 года назад, 4 уже, приехали в Бен-Гурион. Вот здесь стояли такси, ну такие маршрутки типа. Ну и вот, когда я в видео говорил, что тут суть. Вот эти лужи. Все. Могу сюда привести экскурсию и показать, доказать. Все, пожалуйста. Лень идти в туалет. Вот эти лужи за каждым столбом. Это оно. Так что не врет Тимур. Тимур, привет. Привет, Алексей. Ну что, рад приветствовать тебя в Сибири. Ну мы в Тель-Авиве. Ну да, видишь, я тут. Предатель вернулся. Как тебя пустили? Надо было паспорт на границу. Надо таких не пускать больше сюда. Надо... Кто там были? Таких, которые не пускайте обратно его в Сибирь и не пускайте обратно его в Израиль, да? Надо таких не пускать. Неправильных. Короче, да, мы сейчас с тобой снимем ответы на комментарии, которые я подготовил специально для тебя. Окей, давай попробуем. Парнишка резко репатриировался от испуга возможной мобилизации, а потом также резко вернулся, когда замаячила возможность повоевать уже в Израиле. Парень не совсем правильно понимает вообще ситуацию, да? Он, видимо, не смотрел видео целиком. Наверное, он сильно разозлился, такой думает, блядь. Короче, посмотрел там какое-то время и все это закрыл. Ситуация немножко другая. Мобилизация в России, она мне не грозит. Потому что у меня есть военный билет на руках, мне 40 лет и так далее. Пока что. Поэтому я от нее не бежал. Она и не грозила мне на тот момент в России. Были другие причины, по которым я вынужден был быстрее поторопиться уезжать. И да, а тут я испугался, зассал и уехал от бомбежек в Россию обратно. Так и есть. Расскажи про свой милуим во время последней войны с Газой. Чем там занимался, во сколько по времени тебя призывали? Я был 2 раза в Милуиме. Первый Милуим я был в Аза. Мы делали неделю-неделю. Хороший Милуим, плохого ничего о нем сказать не могу. Я, правда, заболел в нем, но это кондиционер был у нас. Там были палатки огромные, где мы спали, и там кондиционер всю ночь дует, очень холодно спать. Я там и в куртке спал, а если выключить, будет очень жарко, как в сауне, поэтому приходилось одеваться. А так, в принципе, ну, я был как водитель свыше 15 тонн, и сопровождающий водителя также был. Мне понравился Милуим, неплохой. Опасный, стрёмный, непривычно, но есть что вспомнить, как бы, хороший Милуим. Ты заезжал в Газу? Да, я заезжал в Газу.
Просто пишут, что ты типа откашиваешь от армии. Нет, я не отказывался от армии. Последний раз только меня спросили, хочу ли я в декабре в Милуиме. Я сказал, что не хочу, потому что если я буду постоянно хотеть в Милуиме не отказывать, то меня будут призывать постоянно, когда им это надо. И даже я не смогу, у меня свои планы, и придется их менять. Поэтому я как бы хожу в Милуим, но чтобы они видели, что я без фанатизма в него хожу. А сколько по времени тебя призывали? Первый в Аза я, по-моему, месяц или полтора был в Милуиме. Меня еще предлагали остаться, если я хочу. Если я бы захотел, я бы до сих пор был в Милуиме. А второй Милуим был на севере, на границе с Ливаном, но мы были в Кармиеле. А сколько по времени? Тоже месяц был Милуим на севере, но мы там меньше делали задач, чем в Аза. В Аза у нас больше было работы, чем на севере. Насколько, по-твоему, ты отдал свой долг стране? Просто я не понимаю, в чем мой долг, если я в этой стране живу, плачу налоги и не нарушаю законы, это уже большой долг. Расскажи свое мнение про войну в Газе, чем все закончилось? Закончилось ничем, я вообще не понял, зачем начиналось тогда, если такое окончание. Мы дожили до того, что мы договариваемся с о перемирии. Ну, это какое-то кино. Шахматная доска и пешки вроде меня ходят в Милуим. Как-то так. Так ли ты, что Израиль победил в этой войне? Нет, Израиль в этой войне не победил, я так не считаю. Не обидно ли тебе, что все эти старания наших сил были зря, и что все вернется обратно лет через 5? Обидно. Самое страшное, то, что мы не знаем, что нам приготовлено уже через эти 5 лет. Вот это проблема большая. Наша политика делает так, что мы не знаем, что от чего берется. То есть нам рассказывают то, что мы должны знать, но на самом деле есть гораздо глубже проблема, о которой нам знать не обязательно. Поэтому это может вернуться через 5 лет, может через год, а может вернуться буквально завтра. Вот в чем проблема. Мы не знаем, что мы победили, к чему мы шли, и наши задачи уже не соответствуют исходам. Вот это проблема большая. Первая была задача уничтожения Хамаса, а теперь мы договариваемся с Хамасом. Большой вопрос у меня. Мы договариваемся с Хамасом или мы уничтожаем Хамас после 3 лет войны? Ну, поехал и уехал. А зачем этот пост делать? Обгадил страну, которая дала ему возможность выехать из России. Зачем? Или он пытается сам себя убедить, что поступил правильно? Интересно, а израильский паспорт используют для поездок за границу? Я думаю, наш герой, он видит какое-то противоречие в том, что я так заносчиво, да, говорю о недостатках, но при этом пользуюсь тем, что мне Израиль дает. Да? То есть какое-то противоречие, наверное, видит наш герой, который пишет этот комментарий. Ну, я не вижу противоречий. Да, можно так сказать. То есть согласен с комментарием? Я не согласен с его радикальными выражениями, типа обгадил и так далее. Нет, я просто спокойно говорю о недостатках. Я могу об этом сказать более развернуто. Вот об этом отношении. Обгадил, не обгадил, а пользуешься ли ты или не пользуешься. Вот. То есть давай так. Вот я обращаюсь к тебе, наш герой. У тебя есть бабушка, ты ее очень любишь. Другие родственники ее любят. И бабушка начинает принимать или употреблять алкоголь без меры, или курить, да, просто сигареты и закашливаться ужасно. И все врачи говорят, не надо это делать. Но она дома, и ты за ней следишь. И бабушка это делает, и она не хочет тебя слушать. Ей это нравится. И она так делает, и имеет право, она взрослый человек. И вот что ты называешь, дорогой мой друг, любовью? Когда ты устроишь конфликт, потому что путь к этому только один, конфликт с бабушкой, и ты не дашь ей употреблять. Если она не слушает тебя, и у тебя не хватает влияния и сил, чтобы на нее повлиять, ты вынесешь ссор из избы, ты скажешь другим родственникам, что она это делает, ты попросишь помощи, потому что желаешь ей здоровья и процветания. Или ты будешь говорить, что у тебя самая лучшая бабушка на свете, и пусть что делает, то и хочет, и она самая умная, и это ей решать. И любому родственнику, который затревожится о ней, узнав, что она употребляет, ты будешь затыкать рот и говорить, что он обгадивает твою бабушку. Знаешь, вот тот родственник, который затревожился, он любит бабушку, а ты нет. В моем восприятии это так, и поэтому то, что я говорю как гадости, как ты говоришь, я говорю то, что есть. И это не потому, что я там с презрением как-то говорю. Я не поливаю грязи. Ну, просто я говорю то, что есть. Это факт. Зачем вот это вот? Зачем это не обсуждать, чтобы что? Конечно, я пользуюсь паспортом, конечно, я пользуюсь всем остальным. Я плачу здесь налоги, я работаю, плачу битах леуми и получаю все, что должен за это получать, да? Вот следующий вопрос. Какой бред говорит мужчина, пусть назовет хоть одну страну, где человек не хочет работать и будет получать деньги?
Или в странах бывшего СССР манна небесная упала на голову тем, кто не работал? Я готов работать. Я не собираюсь претендовать на то, что мне кто-то должен что-то подарить и упасть манна небесная. Просто когда людям закрывают больше и больше кран, то смысл заработать. Надо просто брать вилы и идти отбирать свою. На мое понимание такое. Хватит быть баранами. Баранчики израильские. Конфетки-бараночки. Получил 17 тысяч, заплатил налоги, что значит подарил Израилю 3 тысячи? Подарил, да, подарил. Тут все подарил. Тут только заработать надо, а все остальное ты подарил. Тут так все сделают, что подарил. За воздух заплати, пойди. Следующий вопрос. За 3 года невозможно понять, что такое Израиль, собственно, как и любую страну. В Израиле хорошо тем, кто едет туда по велению души, а не тем, кто бежит от чего-либо. Окей, ладно, что... У меня другое мнение. У нашего героя, который написал комментарий, у него мнение, значит, 3 года недостаточно, а значит, видимо, ты, автор, прожил там 15 лет, тебе достаточно, да? Или 20 достаточно, или 30. Или надо обязательно тут родиться, а если ты тут не родился, ты никогда не поймешь. Кто-то и за год может понять намного больше, чем другой человек за всю свою жизнь. Это как с деньгами. Кто-то зарабатывает в час столько, сколько другой за всю жизнь не может заработать. И как-то так получилось у него. Жизнь несправедлива, но это факт, это так. Так и с пониманием. Кто-то за 3 года может понять больше, чем наш автор понял. Что-то наш автор, видимо, за всю жизнь может не понять какие-то вещи, а я какие-то другие не пойму за всю жизнь. Ну, как бы, что тут скажешь? Что скажешь нашему герою? Это такое, я не согласен с ним. И что Израиль — это страна для тех или для этих. Мне очень нравится в Израиле, что я сейчас могу лечь вот здесь на тротуаре и вот так вот делать, как на снегу, звездочку руками. Ангелочков, знаете, рисуем. И никто не подойдет и не начнет на меня материться или там воспринимать это, что я его как-то оскорбляю этим. Людям все равно. Если со мной все в порядке, то им все равно. Если мне станет плохо, они подойдут. Это прекрасно. Поэтому Израиль для тех или для других. Израиль для тех, кто вот комфортно себя чувствует именно в такой здоровой социальной среде. А кому надо обязательно докопаться до остальных, я думаю, что наш герой, это автор этого комментария, он, наверное, проецирует какие-то свои боли на меня просто. В первом интервью ты рассказывал, что тебе не нравится в Израиле. Расскажи о своих плюсах. Что тебе нравится? В Израиле мне нравится в первую очередь экология и климат, которые мне, как ни странно, подходят очень хорошо. Так как на родине, где я родился, я постоянно болел зимой, летом у меня была аллергия. Здесь есть подобное аллергическое, но все равно здесь климат отличный. Меня он устраивает по полной программе. Я здесь не болею, так как там затянуто. Отличный климат. И мне нравится, что здесь море. Мне нравится, что здесь люди не настолько агрессивные и активные в какую-то боевую позу, как это было на моей родине. Там нужно было владеть всеми видами рукопашного боя, носить с собой любое оружие подручное, от дубины до нунчак. Здесь люди как-то более, с ними можно поговорить и спросить, не стыдно ничего. Не напрягаешься, когда спрашиваешь, куда доехать, мне нужно там. Проще в общении, я здесь раскомплексовался. По-моему, это плюсы большие. Еще здесь есть плюсы, то, что когда... Я слышал многое про медицину, но я все-таки скажу, что здесь медицина все равно лучше. Я слышал отзывы, что когда ты будешь в предсмертном состоянии, тебе начинают оказывать помощь. Но я не согласен. Вот у меня у жены была операция, с нас ни копейки не взяли, и прооперировали, все было хорошо. И я реже стал, как ни странно, я стал реже обращаться в эту медицину, в которой я обращался там постоянно, и я стал меньше болеть. Это большие плюсы. И когда человек умирает, к примеру, мой дедушка, и я только поставил памятник за свои деньги, а само захоронение места, это тоже бесплатно, это тоже большие плюсы. Мне нравится, когда тебя сдирают последние деньги, и ты не вынужден собирать со всего жилмассива, района, родственников деньги, чтобы просто место купить для умершего родственника или друга. Это большой плюс. К слову, что тебе нравится в Израиле? Во-первых, самая большая ценность, которую я ощущаю и ценю,
А для многих из наших комментаторов они вообще это не берут в расчет даже. Хотя это самая большая ценность. Это именно развитые правовые институты, демократия, то есть. Это та черта, которая разделяет мир на цивилизацию и на дикость, грубо говоря. И приезжая в Сибирь, я нахожусь с одной стороны, ну, будем прямо говорить, да, этого лагеря, этого противостояния. А приезжая в Израиль, я нахожусь с другой стороны. Но большому количеству людей, которые живут довольно ограниченно, там, работают на заводе, живут в квартире, не путешествуют, не водят сами автомобиль, не занимаются предпринимательством, им от жизни, в принципе, не нужно. Они ее не познают так глубоко. Их это все не интересует очень многое. И поэтому они не сталкиваются с очень многими проблемами, которые есть из-за отсутствия развитых правовых институтов. Они не сталкиваются с этими проблемами. И приезжая в Израиль, они дальше с ними не сталкиваются. Но дело не в том, что они в России с ними не сталкивались, потому что там нет этих проблем. Просто они с ними не сталкиваются, они так ограниченно живут. Я у тебя спросил, что тебе нравится в Израиле. А в Израиле мне нравится, что здесь это есть. Никто не может, не президент здесь, если ему что-то не нравится, или мэр какой-нибудь, он не может мне угрожать. Он может за это понести ответственность здесь по-настоящему. Если он позволит себе что-то написать, если кто-то что-то услышит, или он позволит себе что-то сделать, что я могу потом доказать, он понесет ответственность. Может понести, а может не понести. Он понесет ответственность. И я не говорю, что защищать свои права легко. И она здесь труднодоступна, эта возможность. Но она вообще в принципе существует. В России нет. А дальше? Социум. Люди, они, я не знаю, морально здоровые, что ли. Ну, можешь объяснить, по имени? Но люди не токсичные. Им на тебя все равно. Они не хотят что-то доказать. Они не хотят, знаешь, как нас с детства воспитывали, что мы должны своим поведением подавать пример. Там, следующему поколению или окружающим подавать пример. Здесь этого нет. Ни с детства, никогда. Никакой пример мы никому не должны, не обязаны показывать. Мы какие есть, такие есть. Мы не обязаны вот ровным строем шагать и оглядываться, как остальные шагают, чтобы синхронно шагать. Здесь этого не заложено. И видно, что люди, они просто вот как есть, так есть. И это сам таким становишься очень быстро, такая это нездоровое что-то из себя выходит, и потом хочется вот этой какой-то свободы, когда ты не зависишь, ты еще больше не зависишь от оценки окружающих, чем когда ты просто сам здоровый человек. Попадаешь сюда, и ты как будто в такой же. Я просто сам такой. Попадаю сюда, и мне комфортно от этого, с людьми окружающими. Я никого не хочу оценивать, окружающих, и я не хочу зависеть от их оценки тоже. И я вижу, что им все равно. Это может казаться чем-то плохим сначала, но потом ты понимаешь, нет, это к этому привыкаешь. Полюби ему, прими Израиль, тогда Израиль полюбит тебя. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что есть доля правды, но нельзя быть в слепо-розовых очках, верить в то, что этого как бы, ну, не существует, проблемы, которые мы имеем на сегодняшний день. Нужно, видимо, как я понял, отношение поменять ко всем проблемам, не только в Израиле, вообще. Нужно проще, обтекаемее, как крыло самолета, нужно обтекаемо относиться. Но даже при этом проблемы никуда не исчезнут. Они как были, так и будут. Можно менять, так сказать, эту страну в лучшую сторону. А если просто полюби, можно и в шахте урановой руды все полюбить. Я считаю, что это самообман. Все-таки нужно стремиться к лучшему, коль мы заявляем о том, что мы страна, которая на 5 голов лучше, чем страны СНГ, а также и других арабских странах. Я считаю, это глупо. Но отношение к проблемам можно поменять, и тогда станет легче. Ну на счету будет меньше. Никто от этого... Я поменял отношения, но деньги как уходили, так и уходят. Это никто не отменял. Самообман называется. Поменяй, полюби, обмани себя, что нравится. Хороший вариант. Во, мне нравится. А в Тель-Авиве что тебе нравится? В Тель-Авиве нравится, вот как все говорят, вот это слово «вайб». Вот, то есть как настроение. Да? Во-первых, много довольно людей. То есть если ты идешь в Аку по улице, ты можешь никого не встретить или... Ну, то есть свободные лавочки, пустой парк и просто людей мало. Жизни такой как бы нету, она не кипит. А здесь не так. Мы с тобой ходили сейчас здесь, не знаю, минут 20, наверное, искали место, где мы вот это можем снять.
Потому что семьи вышли вот из домов, это у них гена, да, около дома, они вышли, сели, завтракают вместе, у них дети играют, шумно везде. И я не знаю, где такое у нас в России? Может, есть, но я не знаю. Ну ты же там снимал оркестр. Это организованное мероприятие. Но такого там нету, типа, там у всех частные дома, типа, все Да. там ходят. Мы ходим в гости друг к другу, но Ну, типа, здесь лучше, чем там, хочешь сказать, или что? да, в Тель-Авиве лучше, да. Что ты тогда уехал с Тель-Авива? Остался бы в Тель-Авиве. Это лучше в Тель-Авиве. В остальном, знаешь, у меня там тоже дом, где у нас праздник был в СНТ. Там мой дом, 200 квадратных метров со всеми удобствами. У меня там 24 сотки земли. Слушайте, подумай, что ты запутался, Диму. Как будто тебе и тут, и там нравится, и ты не можешь выбрать, где тебе лучше. Они могут так подумать, не безосновательно. Мне нравится Сибирь. Я люблю Россию в этом смысле. Я люблю природу. Мне нравятся люди, которые в России живут. Мне нравится культура. Мне очень нравится русский язык. Я не могу все это проклянуть из-за того, что делает страна. Понимаете, согласен я или не согласен. Это уже не в этом суть. Это политика. Если без политики, то я Россию очень люблю. Мне там нравится. Я хочу там жить. Я хочу жить. У меня там есть дом. Но вместе с этим я скажу так. Если бы у меня здесь, в Тель-Авиве, был такой дом, вот конкретно здесь, например, ну, я думаю, что мы бы жили сейчас здесь. Ты не думал переехать в Россию, в Питер вместе с женой? Люди пишут, что там якобы лучше, чем в Израиле. Смотря кому, возможно, и лучше. Но я не рассматривал эту мысль, так как, переехав в Россию, в Питер, там надо опять с самого начала начинать. При том, что сейчас такое положение, я вообще не собираюсь переезжать в Россию, в Питер или в Украину. Но нет у меня там цели и зацепки, чтобы туда переехать. Вот в чем прикол. Я там начну опять с самого начала и опять буду пробивать себе путь с самого начала. Я поменяю шило на мыло, получается. Ну так в каждой стране, получается, с самого начала надо. В каждой стране, если ты в лучшую страну летишь, а если ты на шаг назад идешь, какой смысл? Переезжать в страны СНГ, это типа на шаг назад? Я думаю, даже больше, на 5 шагов назад, к сожалению. Хочется верить, что на шаг. Че, как моя наглая морда в кадре? Интервью хорошее, но евреи в деревне с туалетом на улице, это уже научная фантастика. Ну, типа, короче, парень считает, что, короче, нету бедных евреев, да? Я не знаю, как это прокомментировать. Почему нет бедных людей с еврейскими корнями? Ну, с какой стати-то? С еврейскими корнями. Я так скажу, что у нашего героя мысли совпадают. Там еще несколько таких есть комментариев, что, типа, во-первых, в России нету таких мест, где люди в уличный туалет ходят, у которых отопление не сделано, газ не подключен. Наверное, парень живет в большом городе, как я. А вообще страна вся остальная, она вот очень отличается, очень сильно. И там в этой стране очень много людей с еврейскими корнями живет. И у этих людей, у них нету возможности там часто полететь, например, в Германию жить или в Канаду. Что для этого надо? Деньги, образование, надо быть востребованным специалистом, которого хочет Германия или Канада. И там ты пробиваешься через все это, платишь, получаешь и приезжаешь. И еще ты там живешь на птичьих правах, там много лет, 5-8 лет там, в Германии ты живешь, пока гражданство получишь. Надо выучить язык, сдать его на определенный уровень, чтобы страна тебя приняла. Ну, то есть быть востребованным специалистом в каком-то списке там, или по какой-то программе проходить, которая проходит в Канаде. Да? А для того, чтобы человеку с еврейскими корнями репатриироваться в Израиль, не нужно ни языка, ни быть ценным специалистом, не иметь денег. Тебе купят даже билет на самолет. И как вы думаете, в какую страну больше эмигрирует необеспеченных людей? В Израиль или в Канаду? Вот. Неценных специалистов, людей, которые не знают язык. Ну вот так, по-логически, если порассуждать. В какую? Сомневаюсь, что в России есть евреи, водители большегрузов. Угу. Прикольный вопрос с подколом. Комментарий. Я думаю, есть. Просто, видимо, я не еврей, судя по всему. Ты же сказал, что ты экологический. Да, я еврей по отцу, но по уму, судя по всему, я не еврей. А если бы ты был евреем, что бы тогда было? На меня обработали те, кто не евреи, на большегрузах. Ром, почему ты в очках? Чтобы не видели мои позорные глаза. Немолодого парня.
И похоже на то, что правительство Израиля наживается на русскоязычных мигрантов, потому что это выгодная для них миграция. Едут культурные, образованные люди, вообще не понимаю смысла там торчать. В России парень мог бы зарабатывать хорошие деньги и с уважением. Я думаю, что в Израиль приезжают люди, некоторые там классно стоят и с образованием, и у которых хорошая работа там, и они сюда никогда не приедут. Но они про тебя говорят. В комментарии. А, про меня они говорят, А про тебя комментарии читают. что я типа Вот как ты среагируешь на это? очень лестно, интересно, но я считаю, что есть в этом отзыве много «но». Там тоже своих хватает интеллигентных, образованных, и не все там в седле и на высоте, это раз. Во-вторых, здесь страна, ну я как-то сказал, что, возможно, это мое субъективное мнение. Тут из инженера сделают дворника, из дебила сделают инженера, это правда. Ну что это значит? Это значит, что умные тут не нужны. Тут нужны те, которые будут делать такую работу, которую не хотят местные делать. А местных, которого даже багрута нету, аттестата зрелости, его устроят на инженера. Типа по связям, типа? По связям. Но я слышал другое, что даже по связям берут и потом выгоняют. Не справляются с работой просто. Так, Тимурка уже вернулся в Израиль на заработки. Что ты скажешь? Без комментариев. Ты прав, чувак. Как Трамп делает. Ой, ты уже здесь? Да, Уже я уже здесь, я на заработках, да. Так и есть, да. Следующий комментарий. Все правда. В Израиле, если ты не в сфере хай-тека, ловить от слова нечего. А мне совет героя фильма «Возвращайся, друг, в Россию» или, если есть возможность, эмигрируй в Канаду. Жизнь одна, и жалко ее просирать в мерзком для тебя месте. Ну, в Россию я вообще не могу вернуться, я не с России. Почему-то решили, что я с России. Просто ти на русском говориш, типу. Ну так, да. Можу розмовляти українською мовою, ніхто не зрозуміє, крім українців. Я не хочу ехать в Канаду, потому что я видел, как там другие люди устраиваются, как это тяжело. У меня товарищ уехал в Канаду года 2 назад, и мне рассказывают, как ему весело. Расскажи, что он тебе рассказывает. Что он там начал с нуля, и как бы он больше может себе позволить, чем здесь в Израиле. Больше квартира, 2 машины, да? Но он пашет, ну, как бы, очень много, чтобы это все содержать. Дальнобойщик? Нет, он не дальнобойщик, он по строительству. Как бы я еще не решил, стоит ли этого всего. Из дома убежал, точка. Тоже не понравилось, точка. Вечно недовольный мужик, запятая. Хочет ничего не делать и все иметь, точка. Но не удается. Все ему дали, что могли, но опять плохо. Понял. Никто мне ничего не дал. Все своим трудом. Любые начинания. Ни разу за 15 лет в стране молока и меда не был ни на Автоле. Ну, Автола это безработица. Ни разу не был в больничном на месяц. И ни разу не был без работы, вот так вот болтался месяцами. Все мне дали. Я уже думаю, когда дадут? Случится это в моей жизни, нет? Что я хотел сказать еще по поводу комментариев? Я их прям там не изучал как-то, да, то есть я всяких конкретно депрессивных стараюсь игнорировать. Вот. Чего? 3000 комментариев тебе написали. Нет, я просто стараюсь не отвечать, которые такие прям, ну, типа с ними бесполезно беседу вести. Но очень много такого, что типа взял корзину и свалил. Типа, знаешь, представляется прям, я такой беру прям чемодан с деньгами, короче, пачки такие шекели или в доллары уже перевел. Такой, короче, от израильского государства, короче. Такой закрываешь и валишь, короче, с этим чемоданом денег, типа, я всех наебал, короче. Понимаешь, да? Где чемодан? Где чемодан денег? Где? Уже все реализовано. Почему люди живут полгода, а потом без чемодана с деньгами свалят? Как так получается? Чемодан реализован уже. В смысле реализован? То есть, ты, получается, подожди. Смотри, ты такой, короче, живешь в говне прям. Прям вот срешь под себя, живешь вот в пещере. В Израиль приезжаешь, тебе дают деньги, но ты их спускаешь тут. В 5-звездочных отелях вот так. Ты говоришь, Прям. бесплатно жил там.
Где? От Сахнука, от плиты. Нет, никогда бесплатно не жил. Ты когда поехал, тебя заселили в отель? А, в отеле? Да. 2 недели просто реально в 5-звездочном отеле. Ну ладно, каюсь, хорошо. Но подожди, мне на это деньги не давали, они сами оплатили. Я ж чемодан денег увез, да? Ну ладно, допустим, я его потратил. Но на это я свои не тратил, это государство оплатило. Значит, а когда уже чемодан денег мне стали давать, да, эти вот миллионы переводить на счет мне здесь, в моем дисконт-банке тогда, я, значит, его стал просаживать. И вот из этой вот грязи я вылез, когда вот из России, вот из тех говен, короче, вот приехал сюда. И, значит, по-царски здесь жил, 3 года просто не работал, прокайфовал эти деньги, короче. А потом свалил обратно в Россию в свое говно. Вот так вот, короче. Получается, да? Вот так это было? Ну, почти. Просто у меня в России не такие условия были. Я в России жил гораздо лучше. А здесь я жил на съемном Схируте, очень много работал с первого дня, как репатриировался. И со всего этого платил налоги. И те пособия, то вот эта корзина абсорбции, она, естественно, очень помогает. Как и любые деньги в этот момент, когда ты приезжаешь в новую страну. Но даже с учетом их, и с учетом того, что я с первого дня работал, и так и не прошел Ульпан, к сожалению, о чем я сейчас жалею, у меня не получилось того уровня жизни добиться, который у меня был в России. Я, получается, приехал так как бы не отдохнуть, прям покайфовать, да, даже с учетом этих денег. А тяжело работал я здесь, старался что-то построить, вложил изо всех сил, вложил все свои идеи какие-то, я пытался что-то сделать здесь. Немножко странно, да, когда приезжают попочивать на чужих харчах, вот немножко несовместимо, да? Как прожил я эти 3 года, как-то так не по-царски получается. Израиль просто надо любить, и все. А тут только деньги, и все. Ни слова о заложниках, просто эгоист. Да, я люблю Израиль, и не люблю деньги, готов бесплатно работать, и не эгоист. Я люблю эту страну. Я прожил в Израиле 35 лет, мой совет тебе, вали из Израиля. Хоть ты и в Израиле с 9-го года, жить в Израиле так и не научился. Так что вперед, тебя ждет другая страна, там ты купишь и квартиру, и еще что-то. Не уверен, что я там что-то куплю. Мне как-то один сказал, у евреев они очень умные. Я говорю, в чем? Делать из воздуха деньги на чужих горбах, в этом ум, да, согласен, они очень умные, да. А эти паразиты хотели сидеть дома и в ресторанах, а им, чтобы за все платили. Давайте открою секрет, я, чтобы выжить в Канаде, работаю по 20 часов в сутки, иногда без перерыва, из минусов не вылазим. А Израиль настолько чудесная страна, что даже те, кто ее ненавидят, не спешат оттуда уезжать. Ну да, есть у нас доля правды в этом есть. Но я не хочу уезжать в Канаду, чтобы пахать по 2 часов. Зачем оно мне надо? Мне хватило Израиля. Я люблю эту страну. Аллилуйя. На бензин опять растут цены. Каждый день я на измене. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.